Place на экране. Всем привет! Сегодня у нас реакция на Nightwish Ghost Love Score Official Live. Это будет моя не первая реакция. Дело в том, что я его уже смотрел на канале в гостях у моего друга Дерека с канала No One Entertainment. Правильно? Да, должно быть все верно. Мы там делали совместную реакцию. Посмотрите, ссылочку видео приложу. Обязательно заходите, подписывайтесь на Дерека, поддерживайте его контент, в том числе, если вас интересует англоязычный контент по музычке, по реакциям. У него более глубокие, как правило, разборы. Ну и в целом у нас с ним не сильно, наверное, пересекается контент, который мы смотрим, но вот есть некоторые точки пересечения, и Nightwish оказалась как раз одна из них. В чем дело? Дело в том, что мои подписчики уже кое-кто, кто смотрел у меня видос, написали, чтобы я точно так же на русском языке уже сделал реакцию на это и на своем канале. Плюс, ну, то есть та реакция была на английском языке, я там сильно много не говорил. Плюс это было все-таки на канале в гостях. Здесь я смогу, наверное, больше где-то ставить на паузы, что-то комментировать и разъяснять, так сказать, более красноречиво смогу. Поэтому я хочу еще раз посмотреть этот видос. Тем более, что я уже довольно-таки, так сказать, подзабыл его. И помню только вот определенные моменты в конце, когда я словил так называемый, как говорят фанаты Nightwish, флоргазм. Погнали, 10 минут. Nightwish Ghost Love Score, Live at Wacken Open Air 2013. Live. Я в каком-то реакте уже говорил, но после того, как я стал делать реакции на Nightwish, мне начали вспоминаться такие эпизоды своего прошлого, когда я слушал музыку наподобие Moonspell, Dark Tranquillity, Sundown, Tiamat. Что там еще было-то? И, короче, ну, то есть она... я бы не назвал ее симфоник металлом, но там все около того, такой какой-то готический металл. Что-то все равно с этими вот со звуками около симфонического металла, то есть когда какие-то оркестровые звучания, инструменты, что-то такое, какие-то орган электронный, понятное дело, никто орган вроде на сцену еще не притащил, но, в общем, и мне прям вот хочется вспомнить что-то там такого, что я слушал из тех времен. Я не знаю, сейчас, наверное, на это даже как будто бы нет смысла делать реакцию, потому что я и не видел, чтобы эти группы существовали, чтобы их очень много слушали. Но вот мне в свое время очень нравилось это все такое готическое, мрачное, темненькое. Прикольные группы были. Валькирия. Вот я периодически поглядываю, я сколько, 2-3 лайва с этого концерта уже смотрел, и меня очень интересует история вот этой бутылочки. Я ее вижу, видел на каждом лайве. Это ее обновляют постоянно, потому что это явно похоже на бутылочку пивка. Мне вот интересно, ее постоянно обновляют? Или это он одну так долго подтягивал, что вот она только здесь закончилась? Ой. Извини, Флор, что прервал тебя из-за пивка.
А знаете, в чем разница, как правило, между первым прослушиванием и вторым прослушиванием того, что тебе уже понравилось? То есть первое прослушивание, ты такой не то чтобы настороженно, но как-то вот ознакомливаешься, слушаешь, а куда пойдет дальше и так далее. И я вот сейчас, когда включал, я трек не помнил. Но вот сейчас этот момент, когда начался ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту, и она вот блин, вообще никуда не попал, ну ладно. И в этот раз, то есть если тогда я еще вот, ну, типа, с интересом слушал, то сейчас у меня уже сразу с первого вот этого момента у меня сразу уже мурашки меня схватили, пробили. Обожаю этот момент. Если я все правильно помню из того, что мне говорили, это либо первый большой концерт, где Флор у них уже как участник, член группы выступает. Либо это первый, либо это самый большой из первых вот концертов, что она якобы здесь переживает и так далее. Но я бы прямо не сказал. Она, ну, при том, что она, ну, у нее манера, во-первых, исполнения такая, что она не носится по сцене, правильно? То есть она стоит довольно-таки величественно, и, по-моему, все внимание на ней. То есть она прекрасно держит всю сцену. Явно она сейчас центр происходящего. Так что как бы там она ни волновалась, она справилась абсолютно со своей задачей. А если при волнении, если при таком волнении еще, ну, я думаю, волнение... Хотя ей, наверное, компенсировало волнение то, что она сама уже была опытная и участвовала в другой группе. Кстати, надо послушать, как же она называется, я уже не помню. Ее что-то как будто упало сзади. Ой! А я думаю, что не так? А я подсветку сзади не включил. Ладно, исправим. Компенсировала, наверное, то, да, что у нее есть уже опыт участия в своей группе, но какая бы там группа ни была, Nightwish ведь явно это гораздо более, как сказать, легендарная группа. Плюс ко всему есть ведь огромное количество фанатов, и когда ты новый участник, приходящий в легендарную какую-то группу, есть очень же большой процент словить хейт в свой адрес. И я уверен, что от каких-то фанатов предыдущей вокалистки все-таки она его, возможно, и ловила. Но я как будто бы вижу в основном только позитивный фон прихода Флор в Nightwish. Я не видел огромное количество хейта, ну, кроме некоторых комментариев, что типа вот с Талией, да, первая у нас, что с ней было лучше. Подожди. Извините, я просто что-то засомневался, как зовут первую вокалистку. Мгм. Тарья. Бра. Обратите внимание в этом кадре на барабанщика.
Флор в этом куске, я помню, что когда вот на реакции в гостях был, как я этот момент вообще прокомментировал, что это похоже на какую-то песню диснеевской принцессы. Это прям, ну вот, как будто бы оно. Я, конечно, по тексту сейчас не вслушиваюсь, что там, но по звучанию и в целом, как бы по ее вот поведению на сцене, это по всей атмосфере, по настроению, это все похоже на песню диснеевской принцессы. И барабанщик, не забудьте вот сейчас на него смотреть. Siren from the deep came to me, sang my name, I love you. Still I write my songs about the dream of mine. Очень чисто. Worth everything I may ever be. The child will be born again, that siren carried into me. First of them true loves, sitting on the shoulder of an angel without care for love alone. Флейта. Помню, что что-то будет, но я не помню, что именно. Только помню, что какой-то невероятный объем легких сейчас нам продемонстрирует. Классные кадры вот эти, атмосферные очень сильно, конечно. А тут мотивчик на фолк похож. На фолк-метал.
Правьте меня, если я ошибаюсь. Песня ведь начиналась с такого же парта, только... Ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту. Просто я не помню, был ли там в начале ее вокал в этом же куске. Мне кажется, да. Ну, с такой же, да, части начинался трек? Into childhood, show me myself without a shame, like the others of me. I'll be there when you say time to never Я помню этот. Вот про это место, с которого вот все выше, выше, выше начинается. Ведь она еще там практически без передышки поет. Каков должен быть у человека объем легких? Это риторический вопрос, потому что я не знаю, какой он в принципе у человека в среднем. Но понятное дело, что занимаясь такой школой вокала, такой фактически академический, да, вокал, наверное, это можно назвать, ты должен с дыхалкой очень сильно справляться, и, ну, она это продемонстрировала сейчас вживую, то есть, в принципе, всю песню она эту поет одна, нигде ее никто не дублирует, тем более не заменяет. И вот в этом месте, когда все выше, 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 и она же без остановки, то есть квадрат сначала так, потом квадрат идет еще выше, такой билдап. И финальный вот этот квадратик, он уже совсем на виск переходит, на очень высокий, и все же это еще, ну, очень долго тянет. Капец, как круто, короче. И вообще, если честно, я люблю, когда трек состоит из нескольких различных секций. Одна переходит в другую, между ними там какая-то еще. И в конце либо он вообще совершенно во что-то другое уходит, либо он возвращается к какой-нибудь там к первой или ко второй секции. Мой любимый пример в этом плане, наверное, это Mushroom Head Destroy the World Around Me и, опять же, Mushroom Head же Solitaire and Revelin. Вот там как раз трек сначала идет как будто бы куплет-припев, куплет-припев. Ага. Потом ты думаешь, что идет какой-то либо бридж, либо брейк. А потом ты понимаешь, что этот кусок, он переводит песню в другое русло, и там начинаются свои, как будто бы куплет-припев, куплет-припев. Короче, можно, конечно, это рассматривать как очень огромный затянутый бридж или там что-то еще, но вообще вот выглядит так. И здесь также, я так понимаю, что
Трек в основном состоит из 3, да, секций. Но начало 3 секции надо еще раз пересмотреть и разбирать прямо детально, потому что сейчас боюсь ошибиться, но начало вот 3 секции, как я уже говорил, оно, судя по всему, повторяет начало 1 секции. Но при этом уводит вроде как будто бы немножко... Хотя нет, там же был, да, в начале же вот этот проигрыш. Я еще стопорил на нем и говорил, что классный, где она называет проигрыш. Это же то же самое, что в итоге в конце вот дошло до вот этого, до эпика, когда она уже завывала там офигенно высоко. Да, то есть в конце мы вернулись вот к тому моменту, который был в начале трека. Но только уже к усиленному, то есть пройдя через билдап, построение, нагромождение конструкции, развитие песни и бабахнул в конце. Короче, обалденно. Нисколько не пожалел, был очень рад посмотреть, во-первых, 2 раз. Вот. Ну и теперь уже у меня на канале и на русском языке, то есть чуть-чуть более подробно высказал свои мысли, чуть более красноречиво. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, на Телеграм, на Twitch, на ВК. До следующих реакций. Всем пока. Спасибо всем, кто